Привет, чертята! Сегодня мы находимся на самом жарком фестивале в Москве – Has-Been Fest. Этот фестиваль посвящен вселенным отеля Has-Been и Адского босса, двум мультсериалам для взрослой аудитории, которые и так полюбили зрителям по всему миру, включая Россию. Если вы гуляете по Москве и вдруг видите, как во Дворец культуры заходят разнообразные красные черти, бесы, совы, суккубы, Дарт Вейдер и прочие демоны и демонессы, не надо пугаться. Это всего лишь косплей-фестиваль, посвященный вселенной отеля Has-Been / Адского босса. Насколько я знаю, это первое мероприятие такого масштаба в России, на котором фанаты этих мультсериалов могли в полной мере поделиться своим творчеством, показать свои образы, пообщаться и просто классно провести время в чертовски позитивной атмосфере. И первое, о чем я хочу поговорить, это развлекательная программа на сцене, потому что я сама была ее частью. А сцен там было аж 2. В большом зале можно было заценить косплей-дефиле и музыкальные номера, а на малой сцене проходили квизы, онлайн и офлайн интервью с авторами контента и прочие интерактивы, вроде мастер-класса по гриму. То есть организаторы постарались максимально разнообразить шоу-программу аж на 2 сценах сразу, что не может не радовать. Также, раз уж мы затронули авторов контента, сразу поговорю и о них. Было довольно много спецгостей, и, как по мне, это просто потрясно, потому что не обязательно быть блатным актером или большой шишкой, чтобы тебя пригласили на такое мероприятие и позволили пообщаться с единомышленниками, вживую продемонстрировать свои таланты и так далее. Вот уж действительно праздник для фанатов и тех, кто реально увлечен этой вселенной и внес свой вклад в развитие фандома. Среди спецгостей были как авторы видеороликов по отелю и боссу, так и ребята, занимающиеся русским дубляжом сериала. Навеки мечтала меня ты, сердце готов я отдать. И если те чувства взаимны, то знай, тобой сама сводайся, похоть воплоти. Страсть петушки, не будь ты брезглив, недопадок неси. Панели Неадекват Records или IG Project были просто на расхват, поэтому я думаю, очевидно, что это была успешная идея. Правило все-таки самое важное подвести к этому. Собственно, как ты сказала, как получалось что Лавкрафта, к самому могуществу нужно правильно подвести, и тогда все это принимают, и всем это нравится. Для работы, но почему бы нет? У них есть, во-первых, целая больница, вот, где лечатся все демоны, почему бы нет. И спасибо организаторам за то, что дали мне шанс выступить на сцене. Для меня это был огромный перерыв, я уже почти забыла, каково это выступать перед живой публикой, поэтому шлю вам демонические сердечки. нас мастерские и стенды. О да, их было
Немного, нет. Их было много. На любой вкус и цвет. Вот тебе тир, гадание от Веросики, свидание вслепую у Ози, квесты, настолки, лепка, поделки из бисера, арт-обмен. Фигурки из шариков. То есть, в теории, почти любой посетитель мог найти для себя развлечение по душе, даже если он по какой-то причине не знаком с этим мультсериалом или не тащится по нему так же сильно, как остальные. Для меня это жирный плюс. Также было много стендов с мерчем, причем не только по этим сериалам. В основном продавали значки, фигурки, плакаты, открытки, какие-то аксессуары. Не так разнообразно, но фандом молодой, и, надеюсь, после выхода первого сезона Хазбина ассортимент станет еще шире. Ну и, конечно, косплей. Было много ребят в костюмах персонажей сериалов, а, напомню, по отелю у нас официально вообще только пилот пока вышел, и несколько героев других фандомов. Пофоткаться было с кем, и у многих косплееров были весьма креативные дефиле. My heart's got bruises, but I'm ready to choose this life. One day we'll get married and be husband and wife, with a taste of ceremony at the wedding of our dreams. Tell me what the future Также стоит упомянуть 5 фотозон, скромных, но все же, на фоне которых можно было сделать прикольные фоточки. И, по крайней мере у меня, впечатления от общения со всеми ребятами были исключительно положительные. И в целом атмосфера фестиваля была очень дружелюбной и человой. Ну, и это был бы довольно однобокий обзор без упоминания минусов. Я сразу скажу, что для меня эти минусы были не такими критичными и на общее впечатление не повлияли. Первое и самое главное для меня — это, наверное, технические шоколадки. Хотя я к этому уже привыкшая. Там, где есть звук, микрофоны, порядок выступлений, видеоряд, жди беду.
Поэтому начало немного подвинулось, была небольшая суматоха, но ведущие молодцы, придумали, чем развлечь публику. Как вокалист скажу, что звук на сцене лично для меня был немного странный, я еле слышала себя и боялась, что в зале также ничего не слышно. Думаю, многие подобные проблемы могут решаться предварительными тестами звука и репетициями перед концертом, но, очевидно, какие-то форс-мажоры все равно будут происходить. Многие жалобы были из-за здания, в котором проходил фестиваль, но это не вина организаторов. В этих лестничных пролетах и коридорах действительно легко запутаться. Плюс было очень душно, особенно на этажах с огромным количеством стендов. Возможно, какие-то интерактивы следовало переместить в другое место, потому что тот же квест выглядел интересно, но проходил в узком коридоре. Не было буфета или кафе, в котором можно было бы восстановить свои силы, но это опять же проблема здания, как я поняла. Так что просто unlucky. Жалобы в стиле «было слишком много всего», или «меня толкнул какой-то посетитель», или «было слишком много столосов, блицев, аллотостеров» не считаю валидными, ибо это то, что не зависит от организаторов и является вкусовщиной и делом случая. Вердикт. Для меня фестиваль прошел на ура. Было реально много приятных людей и занятных мастерских. Особенно учитывая довольно специфический характер самих сериалов и адский антураж. Но здесь идеально подходит правило, что люди, не боящиеся наряжаться в злодеев, сами по жизни очень дружелюбные и крутые ребята. Поэтому я с нетерпением жду следующих фестивалей и уже готовлю косплей для Понифеста, который пройдет 28 октября. УПД уже вчера прошел, уже выступила, так что да. Вот настолько меня вдохновил Has Been Fest. Чао и пока! До скорых встреч!